Всем привет! Вы на канале Клевая Рыбалка. Итак, всем привет! Сегодня третий день нашей рыбалки. И вот мы тут остановились. Вчера вот где на сопочке Рига заготовили жерди из сушин. Сейчас будем их привязывать и патрулируем. Бара. Сейчас привяжем. Камна не сиди, бля. Я ты... Бля. Вон там озеро стоит. Вчера мы до него благополучно добрались. У озера есть одна... у него два подъезда. Один подъезд вот со стороны ее протоки, ну, ручья ее. А другой, вот он, с Мари. Нужно со стороны Мари заезжать. Потом обнаружили вот здесь капкан старый, место под установки капкана. И возможно здесь есть тропа потайная старая, бурановский след. Его бы найти неплохо было бы. Так, вот вчера вещи оставили. Вот такое озеро. Это вот один край только, вон там ручей. И озеро вот так уходит туда в длину. А вот остров Егошний. Озеро с таким островом. И вот что примечательно, вот здесь глубина глубоко, вот с этой стороны. А вон там мелко. И там будем ставить сети на пелить. Пелить там не рестится. Вот мы ее и будем ловить. Мужики сейчас жерди будут затаскивать сети. Я унесу палатку там и буду ставить, чтобы в палатке рыбачить. Значит, пока отходит мотоледобур, пробурил одну лунку и пробовал блесенкой. Сейчас вот забросил мормышки мелкие, не знаю, как нам подсказали, что с этой стороны должно быть глубоко, с той стороны мелко, но Владислав там прорубился, с жердиной пытался замерить, говорит, уходит до дна, не может дойти. А я здесь пробурил, здесь всего около 2 метров. Очень мелко. Значит, мы наоборот либо перепутали, либо еще что. Ну, в общем, палатку я рассчитывал поставить там, где глубоко. Пришлось поставить там, где мелко. То есть так получилось, что мы ее поставили там, где мелко, не там, где мы планировали. Поэтому в рыбалке, в палатке рыбачить, наверное, не получится. Здесь рыбы просто нет, той, которая нам нужна. Да и озерный щик, я не знаю, как его будем ловить. На блесенку он будет ловиться, нет? Но мужики рассказали, которые нам подсказали это озеро, они сказали, что здесь на блесну ловится сик озерный. Ну вот, если на блесну ловится, то и на мормышке должен взять. Будем пробовать. Все пробовать будем.
Сейчас все установка сетей будет. Вот расположили сети. Сейчас будем прорубаться. Вот на таком озере, где ловится пелеть, нельзя шуметь, поэтому мы не заезжаем на снегоходах. Все делаем ходим пешком, и там вот снегоходы тоже по краю озера подъехали и там остановились. И все вещи заносим аккуратно. Здесь даже когда прорубаешь лед, нельзя сильно громко, сильно рубить, потихоньку так лед продалбливать. Вот так. Короче, поехал за жердями. Там и действительно 8-метровые не достают жерди до дна. Вот это яма, так яма. Значит, нам неправильно тут информацию нарисовал. Нарисовал, что с той стороны глубоко, с этой стороны мелко. Наоборот, с этой стороны глубоко, с этой стороны мелко. Так что, если будете на Маганкёле, знаете. Посмотрите, каким становится дерево на морозе. Твердость. О, какой твердый. Опустим сетку и отсюда пойдем вот 1,5-метровая сеточка. Потом дальше будем прогон прогонять через вот эти лунки, которые буром набурили. Уже деревянный прогон будем прогонять. И вот сети, которые Адриус Миколаевска прислал. Из Литвы. Вот они. Навехонькие. Так, задача главное не приклеить их. У нас наша задача на дне. Дальше будет. Итак, уже темнеет. Значит, решили, измерили глубину. Оказалось все по-другому. Здесь оказалось глубоко, здесь мелко, здесь. Поставим одну сетку низкую, там высокую вот. Сейчас попускаем прогон. Пробурили вот эти лунки буром. Ну чё, как получается? Метод-то какой? Страдаем! Очень плохо, оказывается, очень неудобно. Очень все медленно происходит. Поэтому такой метод, если торопишься, он не годится. Если не спешишь, то пойдет. А если на скоряк нужно, то это очень медленно, друзья. У нас время совсем поджимает. Ну, значит, по ходу вот испытываю две пешни
двух мастеров якутских. Вот. По пешням будет у меня обзор потом. Вот такие пешни. Я, значит, там прорубил одну прорубь. У меня была вот дырка уже готовая, ну, лунка из-под бура, да, с водой. Я там прорубил вот такую же прорубь прямо поверх этой лунки. Ну, кое-какое впечатление сложилось у меня. И сейчас вот по целику льду, значит, прорубаю новую прорубь, чтобы вот эту для этой конечной сетки. И работаю поочередно вот этими двумя. Где-то так вот. Ну, вердикт потом скажу свой по ним. Это вот такой формы пешня, а это вот просто. То, что у меня там раньше был обзор по пешне, я его убрал специально, потому что он мне не нравился. Это даже не обзор был. Вот так вот. Итак, мы уже по темну уже заканчиваем. Кромешная тьма. Вот кое-как протащили последний прогон. Палка вот здесь оторвалась в этом месте от веревки. Пришлось вторую палку вязать, по новой прогонять. Ну, сейчас осталось вытянуть сетку последнюю. И на этом все. Поедем домой. Это дышь. Ты слаха. Бичак, а ты когда тур? Дрова сырые, поэтому вот пока печка нагреется, это целая история. Для этого будем использовать турбопечку. Что же она будет так без дела лежать-то? Благо работает. Она 21 век, а мы страдаем, мерзнем. Идем. Порядок день, да? Один листья помогает. С 20 века пошел там. Отлично, просто отлично. Это ваша палочка-выручалочка. Как хорошо, что я заимел такую вещь, как турбопечка. Обалдеть. Спасибо и Побрееву. Спасибо, да. Мугур?
А? Это мунгур. А вот сыжок. О, военная нас порадовала. Военная, кипах, я. Нам повезло, а? Какие вы молодцы, да? Дивинчо брала, ты наряден. Ой, ёка, красавчик, ты будешь ёка. Адриус, сетка работает. Владик, на гумаре да инди. Да ничего. Картуш. Бывут скоро. Куда ты мне помог? А это что делать, а? Не нравится что ли? Оно какой-то вид, висит в синебе. У меня тут поддержка вкусала такой. Хорошо, не бади. Ну, бает. Спокойно, спокойно. Bayana başı birbirine şu taharam mata bak yakın adana. Kara bırak sana. Birin kenara. İlmi taharam bana da şu tabak yakın ada. He kayakı tavuk tektu kayakı. Baktan balığı. Dere kene makam bulundu bırak. Kaya vay batı. Yok pambuğu. Hıya da hıya ha. O da kay bu. Bu muğur da. Чуть-чуть образнають, Çok barak oluyor. Buydu. Buydu şunu. Gözlerini gördün de. Kırığı var da. Manı tutukta da yerine. Allah. Allah. Bu проводу так вот надяуло, да? О, кара кана бдин. Allah Allah, kara kabak yedi. Караганын тахарайсы.
Elinde kadar bunu gidiyoruz da. Nahre. Ardan kapatıp kim var? Bana takan hata. Abi konu kana konu konu bata şuna Allah kanırsın. Acil tekniği gibi. Bugün kızgın tarafı konuşuyor bu arada. Yema bu gibi. Yema. Ne oluyor hem daktarı duyabilirsin. Oluyor mu böyle? Oy batı yok ki bak ya. Kına 200 bin dolar tutuyor. Течение сколько без кирпичей. Ладно, я ему бока сниму. Молодец такой. Молодец такой. Bu okuduk o kadar istedik. Yenge koli. Ne yaptın? Syonko baru turun matur. Kita sangat matur tahu. Dokumentarnya kini oldu. Nanti kita tak kemana? Дискавери отдыхает. Burası ne kadar bizim de var, bitmedi. İşte kaya. Hasilin kimi? Öyle. İşte böyle. Öyle de. Ne bileyim hala mı? Bunlar bitiyor. O eliye bak bu holi. Holi bak kimi tutuyorsa holi. Şöyle eliye bak. Ya, tabakta kalengin. Büyük olanlar küçükten ayakta. Tabaktan bana mutlu edecekler var. Uçak. Вот такой улов. Классный вообще. Просто замечательный. Сетка работает, Андреус. Вот мугур. Как чир тело. Но голова как у муксуна. Немножко вот тупая. Немножко короче нос. Вот тик, чумугур. Вот барнатцы. Пеледи. Пеледь. Вот она черная, да, темная. Это означает глубокого озера. У глубокого озера такой цвет темный. У мелких озер она светлая. И вот эта пеледь считается крупной. Есть мелкие такие вот пеледи. Вот это хорошая пеледь. Очень хорошая пеледь. Еще одна сетка осталась. Интересно. Шапку дома.
очень сильно закручивает сетку рыба. Поэтому здесь будет мало. И здесь еще мелковато было. Мельче, чем там. Оно, бля, лодчик еще как дыха надо еще. Вот так. Ох, анда bu bete eriyerim balık. Çirkeci takımı var öyle ilerleyeceğim. Çıkıcı tadı yapar. Kukul torba. Kutup turmuş. Бұл не қоқ көтері. Bırak. Ага, башка. О, балык главное. Güzel olan balık eriyor. Etkili bu olur. Парочка фикс. Takım bara alırlar bir de. Bara indi geldiğinde de bara var. Bak tepki baydı kıcalı. Ana tepki baydı. Вот посмотрите, сик вот, сколько тут килограмм? А? Ну, килограмма 3, наверное, да? 3 килограмма сик. Посмотрите, рядом крупно пеледи как смотрится. Это из рубрики «Сик наших озер». Вот. Вот такого сига вы нигде не увидите. Так, в общем, сейчас пришел в палатку, буду здесь пробовать. Там на улице у меня вообще не ловится. Хотите верьте, хотите нет. Ну вообще не клюет. Такое бывает, что рыбак тот знает, что рядом клюет у человека, а у тебя не клюет. Гаврил поймал 2 рыбы. Владислав уже прилично поймал, уже много поймал. Отпустил там мелких окуней, крупных взял. По-моему, сишков несколько штук. Я вообще еще ничего не поймал, вообще. Вот. В общем, пришел в палатку греться и решил тут попробовать испытать свою удачу. Пробурил вот такую лунку себе. Так, сейчас вот поставлю куда-нибудь камеру, где потеплее. Пускай снимает мою рыбалку. Да еще холодно, елки. Мерзнут ноги. А здесь сейчас теплее покажу. Ключку кочегарил. Так, закончили установку 3-й сетки. И сейчас сбор рыбы и поедем домой. Батарея снова садится, поэтому вы слышите такой звук. Вот такая челюсть. Просто обалденная.